Опять воду выключили. Сколько можно? Всем привет! Все мы стремимся к какой-то стабильности, привыкли к комфорту, но жизнь всегда вносит свои коррективы. И один из неприятных моментов — это когда в кране нет воды. В нашем городе до 2014 года стабильно выключали воду с 23 часов до 5 утра. Я тогда еще работал машинистом, и когда мне нужно было ехать на смену, или я приехал со смены там, в 3 часа ночи, то было крайне неудобно там умыться, помыть руки, не знаю, надо было набирать воду в черпачок или с пластиковой бутылки, себе сливать воду. А в соседних городах воду вообще давали по графику, там, утром и вечером. В частном секторе, особенно летом, давления воды часто вообще не хватает. Кто-то поливает огород, а другому соседу не хватает этого давления даже набрать воды себе. И только ночью, когда уже все спят, ты можешь себе набрать спокойно эту воду. Сейчас же воду дают стабильно, но периодически воду все равно могут отключить из-за порывов по городу, или как у нас в серой зоне находится фильтровальная станция. И из-за обстрелов фильтровальную станцию периодически отключают. И воду дают по времени, по графику с запасных резервуаров. И если вода заканчивается и в резервуарах, тогда начинается просто жесть. Нужно воду, как мне, на 5-й этаж вносить, набирать ее в ванную, в емкости, и это ужасно плохо. А если в этот момент вы решили постирать или помыть посуду с помощью посудомойки, то ничего у вас не получится, потому что эта техника работает, когда подается вода под давлением. Так вот, есть небольшой способ, как облегчить вашу жизнь с помощью насосной станции. Зачастую насосные станции применяются в частном секторе, когда у вас есть неглубокий колодец, вы можете выкачать с него воду и полить огород. Или если вы поливаете газон, то для полива газона, для распылителей нужно высокое давление. А в центральном водопроводе давление всегда приблизительно составляет 1,5 бара. И это очень мало для распылителей. Так вот, с помощью насосной станции вы можете повысить давление и благополучно полить газон. Некоторые же умельцы делают еще так. Они эту насосную станцию подключают в центральный водопровод и выкачивают оттуда воду, тем самым повышают себе давление для бытовых нужд, а какой-то сосед рядышком страдает, потому что вся вода идет не к нему. Так вот, что я сделал? Я купил маленькую насосную станцию, маленькой мощности, компактную. Мне удобно ее, мне сильно мощную не надо. Если вы живете в частном секторе, то, конечно, лучше купить помощнее, с большим объемом гидроаккумулятора. В моей ситуации маленькая. Я подключил ей гибкие подводки. Там, где всасывается вода, стоит обратный клапан, чтобы вода засасывалась, но не выходила обратно. И дальше идет через гибкую подводку к моей водопроводной системе, с помощью тройников соединяется, и дальше раздается вода по всей системе. Самое важное, что нужно установить обратный клапан, чтобы у вас был на счетчике, чтобы когда насосная станция будет работать, чтобы вода не уходила в саму систему, там, к соседям вашим. Лучше поставить обратный клапан. Можно, конечно, перекрывать кран, но это неудобно. Вы не будете знать, в какой момент, например, вам воду уже подали, а вы не знаете, постоянно придется играться краном. Лучше обратный клапан, это удобно. Как все это работает? Давайте сымитируем то, что у нас нет воды. Мы перекрываем кран на водопроводе. Дальше включаем в розетку нашу станцию, опускаем в обратный клапан, всасывающий в бутылку, в емкость какую-то. Если у вас надолго нет воды, то мы набираем на ванную и включаем кран. Давление падает и включается насос. И она так работает дальше. В данной ситуации он у нас часто включается, потому что он давно не работал. Тут, скорее всего, воздух надо подзакачать и немножко отрегулировать реле давления. Если это большая насосная станция, здесь гидробак большего объема, то вот эти включения не такие будут частыми. Здесь пол-литра всего-навсего. Вот вода сливается пол-литра, и он включается.
И у меня он чаще шумит. Но в принципе это не критично, когда нет воды. Зато давление создается во всей системе. И стиральная машинка, посудомойка и даже бойлер работает. Это очень удобно. Если вы живете в частном секторе, то я рекомендую еще установить емкость литров так на 300 и установить вот такой поплавковый клапан, который будет, например, контролировать, вода с центрального водопровода будет набираться в емкость, перекрываться, а уже с помощью насосной станции с хорошим давлением раздаваться вам по вашей системе домашней водопроводной. Это очень удобно, особенно если, например, ночью у вас давление хорошее, то он автоматически наберет вам бак и перекроет. А уже в течение дня эти 300 литров вы можете спокойно расходовать и не нервничать. Также это актуально, когда у вас есть двухтарифный счетчик и, например, вы поставите стирку на ночь, и благодаря емкости 300-литровой вы можете спокойно постирать свои вещи и сэкономить деньги. Ну и еще такой момент, это если вы живете, как я, в многоквартирном доме и вам включили воду, а вы уже набрали ванную с запасом воды, то ее можно не сливать, а просто-напросто включить, запустить стирку и израсходовать ее на стирку. Или, например, если у вас есть бойлер, то вы можете открыть горячую воду и заменить воду, высасывая с ванной холодную воду, пропуская через бойлер и обратно выливая опять в ванную. Тем самым вы можете заменить воду с холодной на горячую и принять ванную. Небольшие неудобства насосной станции — это то, что она шумновата. Но если она у вас стоит в ванной, вы можете спокойно закрыть дверь и пусть она себе шумит. Главное, что она дает воду. Вот такое применение насосной станции в многоквартирных домах или частных может хоть чуточку добавить вам комфорта и стабильности. С вами был Артем Кошелев. Всем пока.